В этом ролике вы узнаете самую последнюю свежую информацию по игре Танки Classic. До начала раннего доступа и тестирования, а также проведения опросов среди комьюнити осталось буквально 2 недели. Кто еще не в курсе, тестирование начнется в августе. Предварительно это будет начало августа. А что касается опросов, кто вдруг не в теме, разработчики будут спрашивать нас о 5 моментах, за которые мы с вами должны будем проголосовать, что будет в Танках Classic, а чего не будет. И на все эти вопросы, друзья, я уже провел свое голосование и есть уже предварительные результаты. На протяжении месяца я задавал эти вопросы своим зрителям. Это вопросы будут касаться овердрайвов, устройств, золотых ящиков, наличия пушек, гаусс или страйкер и так далее. Все эти вопросы и все результаты я покажу вам в этом ролике. Поэтому за это, друзья, обязательно ставьте лайк. Уже предварительно можно до начала тестирования понять, за что будут голосовать игроки. Ну и в принципе будет там все на самом деле очевидно, и вы в этом ролике все это увидите. Также разработчики, помимо вот этих голосований, нам сегодня показали новую информацию, но, к сожалению, мои ожидания это не особо оправдало, потому что я ждал, может, какую-то уже геймплейную составляющую Танков Classic, но нам показали единственное вот про устройство, как они будут работать, что они будут из себя представлять и так далее. Но это мы тоже в этом ролике рассмотрим, поэтому, друзья, сразу ставьте лайк на это видео, и перед тем, как мы сейчас приступим ко всей новой информации по классике, для вас у меня есть несколько интересных подгонов. Итак, первый момент, друзья, у меня появился свой личный промокод, активировав который вы сможете получить легендарный ключ, 1000 рубинов и 20 ключей. Копируйте этот промокод, заходите в магазин игры, в раздел промокоды, сюда его вводите и получаете секретные миссии от меня. Ну, у меня он, естественно, не активировался, потому что я свой промокод в себя вставил, а у вас он активируется, и вы получите специальные ништяки на ваш аккаунт в Танках Онлайн. Но перед этим не забывайте в настройках вашего аккаунта ставить в разделе аккаунт тег создателя контента ник 10. Ну и переходим, друзья, к информации, к свежей, да, по классике. Ну, давайте начнем с того, что разработчики нам в видеоблоге ничего-то особо нового не показали. Все были показаны и геймплейная составляющая, вся была с Танков Онлайн взята. Рассказали единственное, вот очень подробно про устройство. Какое устройство, что из себя будет представлять. Провели аналогию с устройствами в Танках Онлайн. То есть, допустим, там рельсы XT будет похоже на устройство Scout. Но я там сам вот эти вот все названия устройств наизусть не знаю. Но для кого-то это может было быть полезно в плане аналогии сравнить, да, что и какое устройство будет себя вот представлять. Но мне показался странным вот этот вообще весь отрывок про устройство. У нас же будет опрос, в котором мы будем принимать участие за то, что будут ли устройства находиться в битвах по умолчанию или нет. Это вот первый момент. Второй момент, что и так понятно, что большинство игроков не хотят видеть устройства в Танке Классике. Но нам вот так вот подробно, вот прям рассказывают про эти устройства, что они из себя будут представлять. Ну, естественно, это не будет как таковыми устройствами, это будут просто некоторые усиления, да, для версий скинов у пушек. Я бы как-то по-другому назвал, просто вот видоизмененная характеристика XT скинов, например, да, у пушек, там у рельса, у фриза, у грома. То устройство очень громко как-то звучит, и многих пугает это и отталкивает. Но несмотря на то, что, да, что все игроки там в комментарии, если зайти под видеоблогами, под моими видосами, под предыдущими, если посмотреть комментарии, все пишут против. Мы против устройств. А разработчики нам вот показывают еще вот больше информации про эти же самые устройства, которые, честно, даже вот мне было не особо интересно вот во все это вникать. Какое устройство будет, что из себя представлять, потому что я лично, по крайней мере, на первых порах, я думаю, не буду затрагивать тему устройств, но я имею в виду, не буду играть с включенными галочками, с устройствами. Буду играть в битвах без устройств. По крайней мере, на первых порах. Не знаю, как дальше может быть. Если мне вдруг станет интересно, то я создам себе битву с устройствами, покатаю. Но не суть вообще не про это, а про то, что большинству игроков это вот неинтересно было наблюдать за этим всем. Конечно, есть часть, которой это было интересно. Кто-то, наверное, смотрел, вникал. Так, для Грома вот будет устройство аналогичное кувалде в Танках Онлайн, наган. То есть примерно понятно. То есть я буду представлять, такие, интересно. Но, к сожалению, не всем это интересно. И, как так сказать, у нас общепринято, что для классики это не совсем подходящий формат. И мы вот из этого плавно перетекаем-то как раз и к первому опросу, к первому результату опроса. Ну, давайте начнем как раз с 4-го. Вообще я там по порядку шел. Первый вопрос был по поводу овердрайвов, но мы начнем давайте вот как раз с устройствами, раз мы пока эту тему затрагиваем. Кстати, тоже пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу устройств в Танках Классики, нужны, не нужны. Ну вот на ваших экранах результат опроса.
этого голосования. Нужны ли устройства в скинах в танках Classic? Вот такой вопрос задавал комьюнити. Как видите, против устройств в скинах проголосовали 86% игроков, и за устройства в скинах 14% игроков. То есть примерно такой же результат будет у нас и на итоговом голосовании на раннем доступе в танках Classic. То есть я думаю, что из этого вряд ли что-то изменится, поэтому плюс-минус такие цифры будут. Ну и мы зимой там проводили тоже уже похожие опросы, где было и побольше там участников голосования. Все равно все время с большим отрывом практически абсолютное большинство голосует против устройств в скинах. Поэтому не знаю, как вот разработчики сделают в танках Classic этот вопрос. Будут ли устройства в битвах или не будут, или они будут в битвах по умолчанию. Не знаю, как разработчики будут у нас спрашивать вот этот момент, потому что касается овердрайвов, мы сейчас к этому перейдем, там разработчики спрашивают у нас, будут ли они в битвах по умолчанию или не будет их в битвах по умолчанию. То есть у нас нет варианта ответа полностью убрать овердрайвы из игры. А что касается устройств, я пока не знаю, как будет на финальном этапе это. Голосование касается тоже устройств в битвах по умолчанию или нет, или же вообще наличие устройств в игре. Но пока в любом случае вот игроки голосуют против, пишите ваше мнение в комментариях. А что касается овердрайвов наших, теперь давайте вот по порядку пойдем. Разработчики вот спрашивали, да, вот эти моменты. Первый момент был касающийся овердрайвов. Должны ли быть овердрайвы в битвах по умолчанию, или же они быть не должны в битвах по умолчанию? Как видите, здесь вообще, вот на ваших экранах результат опроса, здесь еще больше игроков проголосовали за то, что овердрайвов не должно быть в битвах по умолчанию. 93% против и 7% за. Не будем, наверное, заострять на этом внимание. Тут всем все прекрасно понятно. На итоговом голосовании официальном, когда оно будет проходить на тестовом сервере, я думаю, тоже примерно такой же результат ожидается. Тоже пишите ваше мнение в комментариях. Ну и, как я говорил, можете вот прям написать по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 и ваше мнение. За овердрайвы, там, допустим, пункт первый у вас, да, следующий пункт там за устройство или против устройства. Чтобы вот тоже комментарии структурировать, смотреть, кто что думает. Так, и мы переходим, друзья, ко второму вопросу. Второй вопрос касается у нас зависимых припасов. Нужны ли они в классике или не нужны? Кто не понимает, что такое зависимые припасы, то есть простыми словами, вот у вас есть нарко, да, вы можете включить одновременно повышенный урон, повышенную защиту, повышенное ускорение, но с зависимыми припасами вы не сможете так сделать. У вас будет какое-то время перезарядки, то есть вы можете сначала включить либо броню, либо урон, либо ускорение. А без зависимых припасов это как раз вот когда можно включить все сразу, так называемая старая гирлянда. Что касается этого момента, как видите, тут уже не такой большой разрыв в голосовании, но все равно побеждает вариант без зависимых припасов. То есть танки Classic должны быть с возможностью включать нару сразу. И вообще вот эти все опросы, которые разработчики спрашивали, вроде как это касается вопросов битв по умолчанию. Просто дополнительно нигде про это не говорилось. Говорилось только про овердрайвы, вот что они будут в битвах по умолчанию или их не будет. А вот что касается остальных вопросов, пока неизвестно, про битвы по умолчанию-то или нет, но многие говорят, что это речь ведется про битвы по умолчанию. Но официального комментария от разработчиков по этому поводу не было. Ну и вот, такой вот результат, касающийся нары. Без зависимых припасов 68%, зависимыми 32%. Что касается моего мнения, я думаю, что тоже нужно делать без зависимых припасов. По поводу предыдущего вот пункта с овердрайвом я тоже не высказался. Я, естественно, против тоже, чтобы не было овердрайва в битвах по умолчанию. Так, друзья, теперь третий вопрос. Для меня вот он, наверное, один из самых интересных. Тоже для меня это такой исторический момент. Я вообще в игре вот в большинстве своем играл только ради золотых ящиков в свое время. Снимал кучу нарезок голдов, но я думаю, кто там олд, те знают. Вот. И вопрос третий касается как раз выпадения золотых ящиков, как они должны падать. Случайным образом, либо на определенный фонд. Должна ли у них быть точка с дропом, или ее быть не должно. Вот у вас на экране результаты голосования. 71% считает, что голды должны выпадать случайным образом. И 29% всего считают, что на определенный фонд должны выпадать золотые ящики. Например, каждые 500-700 фонда. Ну, как раньше, кажется, 700 фонда падали. Честно, я вот этим результатом немного расстроен, потому что многие считают, что должны падать голды случайным образом. Но тоже стоит понимать, что такое случайное выпадение золотого ящика. Это когда вы играете в битве и резко он просто падает без предупреждения, без какой-либо сирены. Я считаю, что это не оптимальный вообще вариант, потому что при таком исходе голдоловы будут просто стоять и ожидать золотой ящик и не участвовать в битве, там, создавая саботаж, помехи команде, да. А вот что касается определенного фонда, на определенном фонде голдолов знает, когда голд упадет, у него нет никакой вот мотивации мешать команде, ждать голд. Он знает, что на определенный фонд он упадет. Вот, поэтому я вот буду голосовать за золотые ящики на каждые 700 фонда, ну или как они там будут падать, каждые 500 фонда. В общем, чтобы голды выпадали на определенный фонд. Но если речь ведется про случайное выпадение голда с сиреной, ну тоже вариант интересный, но лично я все равно бы хотел, чтобы на определенном фонде, например, фонд битвы 700, появляется тоже сирена, можно ее и добавить, наверное, даже так и надо делать, чтобы сирена была, потому что сирена — это легендарное нововведение. Многих там, наверное, вот как вы помните, сердечко ёкало, да, когда сирена появилась
появлялась у вас в битве. Раньше она еще такая желтая была, скоро будет заброшен золотой ящик. Ну, в общем, такой вариант тоже я не против, но главное, чтобы не было такого, чтобы голд падал вообще без предупреждения, случайным образом и без сирены. Но в идеале, конечно, я бы делал битвы, чтобы они были привязаны к фонду, точнее, эти золотые ящики, чтобы были привязаны к фонду и чтобы сирена появлялась. Что касается точек с голдом, ну, я тоже бы, наверное, оставил точку с голдом, чтобы мы знали, где голд выпадает. Просто чтобы вы понимали, раньше в танках онлайн не было вот такого обилия точек выпадения золотого ящика, как сейчас это у нас происходит. У нас там на одной карте там около 10, 20, 50 точек выпадения золотых ящиков, да, присутствует. Раньше, как правило, это вообще одна точка была, максимум там две. Тут тоже вот такой момент, нужно знать, как они где будут выпадать. Если они будут выпадать на 10 точках рандомно, то я думаю, что дроп-зона с голдом, ну, должна быть по-любому. Как тогда угадывать? Наугад кататься, как мы раньше это делали. Ну, тоже было прикольно, но в любом случае я, конечно, за точку с голдом. Пишите ваше мнение в комментариях, вот тоже, что думаете по поводу выпадения золотых ящиков. Ну, а что касается голдов на каждый, вот, на определенный фон, чтобы они выпадали, тут, наверное, только олды меня поймут. Судя по опросу, видимо, опрос так и завершится, что голды будут падать случайным образом. Потому что мало кто играл во времена, когда они выпадали на определенный фонд. Мне лично просто больше вот такая вот механика нравилась все время. Но если будет сирена, то тоже неплохо, только сделайте дроп-зону с голдом. Но в любом случае, надеюсь, что хотя бы вот в битвах, которые игроки будут сами создавать, была вот возможность настроить вот эти золотые ящики под себя. Надеюсь, не будет такого, что у нас будет просто один вариант поведения. Ожидаем вот эту вот великую настройку битв, когда разработчики ее доделают, чтобы посмотреть уже, что она из себя будет представлять. Потому что сейчас показывают разработчики, какая-то мега сырая версия, и примерно то же самое присутствует в танках онлайн, в нынешних. Даже там больше настроек присутствует, нежели вот нам показывали вот эти вот скриншоты, фрагменты с гаража в танках классик. Так, ну четвертый вопрос по поводу устройств мы с вами рассмотрели. Против устройств большинство игроков проголосовало. И вот финальный пятый вопрос от разработчиков был по поводу пушек. Страйкер или Гаусс должны остаться в игре. Как видите, да, я прекрасно понимаю тоже, что вот тут не хватает одного варианта ответа, что против, допустим, обоих пушек. Я вот тоже первый раз про это и подумал, но у нас, как видите, не спрашивают, чтобы мы голосовали против обоих пушек. Нам дают вариант либо за страйкер, либо за Гаусс. Как объяснил Тарех, не хватает одной пушки большой дальности в танке классик, чтобы сбалансировать новую вот эту систему резистов, которая будет как раз включать резисты от пушек малой дальности, средней дальности, большой дальности и супер большой дальности. Ну и здесь по голосованию большинство игроков проголосовали за страйкер. За Гаусс меньше всего игроков проголосовали. Я тоже вот, если из этого выбирать, тоже голосую за страйкер. Ну а так, я бы ни то и ни то не добавлял бы в классику. Надеюсь, опять же, в настройках битв можно будет еще выбирать доступные пушки при создании карты. Если в битвах по умолчанию, допустим, будет страйкер, да, вот мы захотим с вами создать свою битву, чтобы там была возможность отключить Гаусс. Может, там фриз кого-то достанет, фриз там отключим. Ну, я к тому, что чтобы была вот такая гибкая настройка. Вот такие, друзья, новости, такие результаты опросов. Пишите ваше мнение в комментариях. Опять же, по поводу каждого опроса, по поводу новой информации от разработчиков. Да, до начала раннего доступа примерно 2-3 недели, наверное, у нас осталось. Напомню, разработчики говорили, что тестирование может начаться как в конце июля, так и в начале августа, пока вот эти сроки у нас не поменялись, они также действуют. Ранний доступ продается до 31 июля у нас, пока ничего не переносится. Кстати, для тех, кто еще не купил ранний доступ, друзья, не забывайте, что у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш на путевку в танки классик. Условия участия максимально простые, вот переходите по ссылке в описании и принимайте участие в этом розыгрыше, скоро уже будут подведены итоги. Друзья, не забывайте обязательно поддерживать это видео лайками. Если вы на мой канал еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Роликов на канале, как вы заметили, давненько не было. Нужно было пополнить запасы воды, чтобы все, кто хотели пить, напились. Это первая из 100 скважин, которые мы построим в этом видео. О, вода! Но шутки шутками, постарался я сделать в этом ролике как раз поменьше воды, чтобы вот мы каждый результат опроса сами рассмотрели, комментарий какой-то свой дал по этому поводу, ваш комментарий тоже мы под этим роликом все посмотрим обязательно. Уже больше половины лета, друзья, прошло. Я думаю, также быстро пролетит вот это вот время ожидания в самой классике. Кому прям не терпится, друзья, вот дождаться классику, приходите на стримы, почти каждый день на моем канале проходят стримы, там мы обсуждаем тоже и классик, можете зайти, написать в чат, абсолютно любой вопрос задать, все обсуждаем. Классик
классику тем более мы обсуждаем уже, сколько вот 100 раз все переобсуждались. В общем, всех приглашаю. Как правило, стримы начинаются в 9 вечера по Москве. Проверяйте, нет ли стрима на канале. Проходят они здесь на YouTube, на канале Нигде есть Голдолов. Можете следить в Телеграме, у меня там я анонсы заранее всегда делаю. Тоже вступайте в Телеграм, кто не вступил, ссылка есть в описании. Ждем, друзья, Танки Классик. Осталось совсем немного до выхода первой сборки игры, в которой мы с вами сможем принять участие. Всем спасибо за просмотр.